В то время на Кубе не было интернета в открытом доступе, это было в 2014 году. Сейчас средняя зарплата может быть в месяц, не знаю, $10. Нам нужна виза в другие страны в Латинской Америке. А, да? А у тебя есть какие-то соображения на тему того, когда ситуация улучшится на Кубе? Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск Russian Progress, канал подкаст для изучающих русский язык, и сегодня я общаюсь с Иванисом из Кубы. Никогда не общался Всем с привет. человеком из Кубы, очень интересно, мне кажется, будет обсудить, поговорить про твою страну, про твой опыт изучения русского и других языков, может. Спасибо огромное, что у нас получилось встретиться. Да, меня зовут Иванис, я родом с Кубы, и мой путь к изучению русского языка начался в 18 лет. Мне всегда было интересно знать другие иностранные языки, но на Кубе большие проблемы с изучением иностранных языков в школе, как я думаю, и в других странах тоже. И поэтому, когда мне пришлось поступить в университет, я подумал, что было бы круто учиться на переводчика. И я такой думал, какой язык выбрать? На Кубе такая система, что иностранные языки можно только изучать в столице. Такие редкие иностранные языки, как русский, немецкий, французский. А вот английский язык можно изучать в каждой области практически. Для русского, французского, немецкого, японского и китайского есть отдельный факультет в Гаване. И студенты из всей страны должны туда переехать, чтобы там учиться. Мне показалось это очень прикольно, то есть я буду жить в столице, учиться, и пришлось какой язык выбрать. Я открыл Википедию, потому что в то время на Кубе не было интернета в открытом доступе, это было в 2014 году, и я посмотрел, что русский язык в то время, если не ошибаюсь, был 4-м языком по количеству носителей, а еще это был и является до сих пор одним из 6 официальных языков ООН. Я думал, это супер здорово. И с другой стороны, у нас безвизовый режим, чтобы поехать в Россию. Я подумал, я заговорю и когда-нибудь смогу перебраться в Россию, чтобы там работать преподавателем испанского языка. И как раз сегодня я работаю преподавателем испанского языка, не в России сейчас, дистанционно, но с русскоязычными людьми. Замечательно. Ты готовился? Вот эту речь ты готовил? Ты так Нет, четко я ее выдал. просто при знакомстве с людьми надо всегда четко представить себя. И мне эту историю про Кубу пришлось много-много раз уже пересказывать, и как-то она выходит на автомат уже. Понятно. Хорошо. Как хороший преподаватель, я всегда чуть-чуть готовлюсь и записываю пункты, которые Молодец. мне нужно будет, наверное, обсудить. Молодец. Да. Спасибо. Слушай, а вот первый такой вопрос. Ты, получается, не из Гаваны, из какого ты города на Кубе? Я из города под названием Флорида. Но это никаких сход не имеет с Флоридой, которая в Штатах. Да. Это маленький город, там максимум 75 тысяч человек. И по меркам развитых стран это как деревня. Там очень неразвитая инфраструктура. До сих пор люди передвигаются по городу на лошадях, на каретах. Серьезно? Как общественный транспорт. Вау. Да, можно погуглить. Еще во многих кубинских городах такая система передвижения. Следующее, мне интересно, как ты жил до 2014 года без интернета? На самом деле, когда у тебя его нет, ты не замечаешь его отсутствие. Ты заменяешь интернет другими активностями. И я просто занимался спортом, встречался с друзьями. У нас на Кубе есть очень странная система, но с другой стороны очень такая инновационная. Каким-то образом люди в Гаване скачивали из интернета разные сериалы, фильмы, и это все передавалось из одной области в другую и называлось пакеты. Как пакет. Потому что на жестком диске были как курьеры, которые из Гаваны выезжали и по разным этим городам скопировали на флешках, вдавали. И там открывались такие пункты, где люди приходили с флешкой, они оплачивали, допустим, за 5 наших песо они смогли скопировать на флешку, не знаю, сериалы, фильмы, и, были разные цены, а целый этот пакет стоил примерно, не знаю, 200 наших песо.
И вот таким образом мы могли сериалы смотреть, потому что на Кубе в то время было и до сих пор только 4 официальных канала, где нечего смотреть, действительно. И вот, но читаешь, не задумываешься о том, что у тебя нет интернета, потому что и так у тебя никогда не было. В общем, за цифровым детоксом надо на Кубу, да? Да, уже нет. Уже нет. Там уже, да, загрязнение цифровое. Что изменилось, почему интернет появился? Потому что страна как будто открылась к миру чуть-чуть, и они поняли, что, ну, правительство поняло, что долго так не продержится, люди уже нуждаются в каких-то инструментах, чтобы раскрыть свой потенциал, чтобы тоже взаимодействовать с людьми. Многие кубинцы живут за границей, и ну, это очень простой путь для общения. Ну, конечно. Раньше только это было через электронную почту, там были очень большие проблемы со скоростью и так далее. И потихоньку, как и все началось, сначала они устанавливали Wi-Fi в парках, то есть людям надо было ходить в парк, подключаться из парка, и потом как-то появились мобильные данные, домашний интернет, и сейчас, ну, довольно хорошая скорость. Но за очень большие деньги, кстати, там не дешевый интернет. А безлимитный или ты покупаешь какое-то количество гигабайт? Ну, зависит от тарифа, но я просто давно как на Кубе не был, с 2021 года, и, если честно, не разбираюсь в нюансах интернета там, но я знаю, что есть разные тарифы. Ну, понятно. А компьютерные игры? Ты играл в детстве в компьютерные игры или тоже это было ограничено? Нет, я больше... Нет, там было, опять, если ты скачивал и скопировал у кого-то, но я занимался театром, я ходил тоже на танцы. Ну, как-то я раньше не занимался спортом активно, но зато театром занимался. Ну, никто не задумывался никогда о том, что есть интернет и можно сидеть часами там, что-то смотреть, пролистывать и так далее. Но могу сказать, что с точки зрения изучения языка, в какой-то степени, что нет интернета, и это прозвучит очень, ну, абсурдно, может быть полезно. Почему? Потому что у тебя нет переводчика. Тебе действительно нужно все переводить самостоятельно, переписывать все эти слова, и каждый раз, когда ты перечитываешь, допустим, данный текст, и ты не помнишь значение этого слова, тебе надо взять в руки тетрадь и перелистывать, и переписать заново это слово, потому что ты не выучил. Я, когда переехал в Москву, с нами поехали ребята, ну, я уже знал русский на уровне А2, а с нами были люди, которые прямо начали изучать русский язык в Москве. И за 5 лет обучения в России они не смогли достичь уровня, который мы с друзьями достигли за 2 года на Кубе. Потому что с первого дня они пользовались переводчиками. И это легкий путь, который не приводит всегда к хорошим результатам. Вот, поэтому в какой-то степени, что у нас не было интернета, заставляло нас больше учиться и записывать очень много слов и заучивать их. Но, с другой стороны, у тебя нет много контента, ты не можешь слушать. У нас был только один сериал «Кухня», и был первый сезон «Кухни». Я не знаю, откуда у нашего преподавателя взялся этот сериал. И также был первый сезон «Счастливы вместе». И это единственное, что мы могли смотреть, и как раз это может быть полезно, потому что одну серию ты смотришь по 10-11 раз, чтобы попытаться расшифровать, что они говорят, потом переводить. И я думаю, что это реально тяжелый труд, который дает очень хорошие результаты. А то, когда у тебя много контента, начинаешь что-то смотреть здесь на Ютубе, то и ничего не досматриваешь, и ничего не осваиваешь в конце концов. Да, это так. Ну вот видишь, ты во всем находишь плюсы, ты очень такой позитивный человек, да? Это, мне кажется, национальный кубинский характер. У нас так много плохих вещей, что люди стараются видеть позитив там, где его даже нет. Слушай, а вот... говоря еще про Кубу, там свободное перемещение, то есть ты можешь по Латинской Америке свободно выезжать, да, без проблем, или как? Если у тебя есть деньги, чтобы купить себе билет, что это нереально из-за кубинских зарплат, сейчас средняя зарплата может быть
в месяц, не знаю, $10. Поэтому это невозможно, чтобы ты позволил себе как-то по Латинской Америке перемещаться. С другой стороны, нам нужна виза в другие страны в Латинской Америке. Да? Не нужна виза только в Никарагуа, кажется, и не помню там вторую страну, куда виза не нужна. Поэтому это сложно. Этого я не знал, что, в общем, мне казалось, что там нигде, в латинской семье не нужна виза. Нет. Но в итоге... Почему-то нас... не пускают, да? Нам усложняют путь, да, не пускают из-за санкций США и так далее. Негодяи, блин. Ясно. Просто людям выгодно дружить с США, выгоднее, чем с нами дружить. Да, к сожалению. Слушай, а $10, если зарплата, значит, можно прожить на $10 в месяц? Нет, люди выживают, не живут. Знаешь, что происходит? Много кубинцев живут за границей. И каждый месяц они присылают семьям деньги. И на самом деле люди живут на этих деньгах. Правда, есть многие, у кого нет никого за границей. И этим людям очень тяжело получается жить и сводить конца с концами. А на $100 можно прожить на Кубе? Месяц? Нет, тоже нет. Тоже нет. Нет. Но, чтобы ты понял, бутылка масла может стоить сейчас €18. $18. То есть просто бутылка сливочного масла. То есть все живут за счет помощи других? Или, то есть официальная зарплата одна, и плюс люди работают на нескольких работах, да, чтобы собиралась какая-то сумма? Да. Да, либо получают деньги из-за родственников, которые живут за границей. Ну, тяжело довольно, да? А по работе вообще тяжело найти работу? Какие есть возможности? Вот для тебя, например. Просто это как для меня, я мог бы работать преподавателем в университете, как и все, кто начал со мной учиться в Гаванском университете. Я мог бы работать с переводчиком в Министерстве иностранных дел. Также я мог бы, сейчас есть такая возможность самостоятельно, на фриланс работать, тоже мог бы это попробовать. Понятно. Ну, выезжать можно спокойно в Испанию, например. Также тебе виза нужна? Нет, в Испании тоже нужна виза, да. Не нужна виза в Россию, да. В Беларусь, кажется, не нужна. Еще есть несколько стран, в Индонезию тоже не нужна виза, например. Хорошо. Что еще про Кубу стоит знать? У меня еще такой вопрос был. Насколько там безопасно вообще? Безопасно, я мог бы сказать, что очень безопасно. То есть я никогда не слышал про то, что на кого-то напали, что кого-то ограбили. Единственное, вас попробуют обмануть, чтобы как можно подороже продать сувениры, чтобы как можно подороже продать, еду. Но это произойдет в любой стране мира, куда приходит много туристов, и всегда пытаются обманывать. Но это ничего нового. То есть, так везде. Все это знают. Ну, понятно, что экономически там тяжело, но так, если говорить про города, про историческое наследие какое-то, то есть интересная страна. Больше всего, у нас сочетается испанская культура и также африканская культура, потому что когда испанцы приехали на Кубу, они взяли с собой рабов из Африки, и поэтому население Кубы состоит из африканских корней и испанских. И особенно в религии очень хорошо можно наблюдать за этими традициями. И есть первые 7 вилли, которые основали испанцы. Особенно там очень красиво, потому что сохраняется эта историческая архитектура испанцев, и там действительно очень красиво. Это центр Гавана, это тоже Сант-Эспиритус, Тринидад, наверное, слышит, тоже довольно известное направление. Ну и пляжи, там просто шикарно. Да, но я обязательно поеду когда-нибудь на Кубу, прям 100%. И я бы не посоветовал сейчас подождать чуть-чуть, чтобы ситуация как-то наладилась. Потому что, когда жизненные условия
настолько сложные. Персонал, который работает в гостиницах, который обслуживает людей в магазинах, понимаете, не в плохом настроении. То есть люди не выспались, потому что у них не было электричества. У них есть свои заботы, потому что детей надо кормить, одевать. И многие жалуются на сервис, на то, что персонал грубо может обращаться. И дело в этом, что люди как-то устали, недовольны чуть-чуть. Но я думаю, что эта ситуация когда-нибудь закончится, очень надеюсь. Но сейчас, да, такой опыт, может быть, если поедете в Гавану, что там электричество отключат. Да, поэтому сейчас, может быть, не лучший момент. А у тебя есть какие-то соображения на тему того, когда ситуация улучшится на Кубе? Есть какие-то мысли? Вообще нет, без понятия. Я молюсь, чтобы случилось чудо. Ну да, согласен. Потому что иначе я не вижу это возможным. Да, будем надеяться. Ну, я в любом случае туда поеду, неважно, изменится ситуация или нет, потому что это уникальное место. Понятно, что там, конечно, тяжелые условия, но это не рядовая страна, то есть она со своей спецификой, да, и мне кажется, там будет интересно и на машины эти посмотреть, да, старые. Да, это действительно. Как они называются? Кстати, по улицам, ну, мы называем американские машины. Американские, да. Ретро. Да, и там по улицам любого кубинского города можно увидеть москвичей, то есть как машины. Москвичи, то есть они ездят тоже очень много. Да, видел тоже. Хорошо. Такое сочетание американские машины и советские. Столкновение цивилизаций, да. Да, которые дружно ездят по улицам Гаваны и других городов. Ну да. Так, хорошо, ну про Кубу более-менее обсудили. Не знаю, может быть, ты что-то еще хотел добавить про Кубу, что вот еще можно? Есть такой миф, что люди на Кубе говорят на русском. Это миф. Потому что во время Советского Союза и на Кубе были преподаватели русского языка, но это 70-х, 80-х. Но эти люди не научились говорить на русском. Они максимум могли говорить «здравствуйте», и даже не «здравствуйте», да, а «здравствуйте». И разные другие отдельные слова, но никто не дошел до нормального уровня. Даже писать никто не научился. Допустим, мои родители учили русский в школе, они вообще даже писать не знали, то есть алфавите не знали. Я не знаю, что они проходили там, но разговорный язык не говорят на русском. Да, наверное. Да. Даже нет никакого разговорного языка. Они просто как это был предмет в учебной программе, но у них могло быть не было преподавателей или разные причины. Поэтому, да, не думайте, что вас там поймут. А по-английски хорошо говорят? Или нужен испанский? Зависит от города. Если в Гаване, особенно молодежь, может общаться на английском. В Варадеру это туристический курорт, поэтому все, практически все смогут вести такой базовый диалог на английском. Понятно, ну, хорошо. Ну, для меня это не проблема, я знаю испанский, поэтому буду там общаться на испанском. Да. А ты преподаешь испанский сейчас, да? Да, я уже 8 лет как преподаю испанский, работаю с русскоязычными студентами. В основном это люди из России, из Армении и из Беларуси. И дистанционно провожу онлайн-занятия. До этого я только индивидуальные занятия проводил. Сейчас решил расширить и начал запускать группы. Уже есть 4 группы. И вот постепенно расширяю немного в этом направлении. Молодец. Учишь, обучаешь их кубинским фразам каким-нибудь, сленгу кубинскому? Я на самом деле не люблю очень сленговые выражения, потому что они очень пунктуальные, да. Тот сленг с Кубы нигде не поймут больше. Ну, да. А обычно люди не собираются на Кубу ехать, они собираются в Испанию ехать. Если это уже V1, V2, я разбираюсь с ними сленг. На уровне А1, А2 я такие специфические моменты не разбираюсь, потому что моя задача, чтобы человек смог заговорить, общаться и выживать в среде носителей. А вот когда хочется уже какие-то более глубокие знания, я уже сленг начинаю разбирать. Все очень просят обычно тоже маты разбирать.
но я это всегда оставляю на уже какой-то продвинутый уровень Ну, почему-то. правильно, да. Всему свое время. Так как я хорошо знаю русский язык Мгм. и как устроен сам язык, я могу найти быстро выход из ситуации и объяснить какое-нибудь правило быстрее, чем, может быть, другие люди могли бы. Потому что, ну, ознакомлен хорошо с языком. И с другой стороны, как бы, я сам прошел через этот путь Мгм. изучения нового иностранного языка, и я знаю, какие инструменты полезны, какие не очень. И мне, кстати, очень понравилось, когда-то я посмотрел твое видео, и ты говорил про сказки, про детские Мгм. сказки, Да. да? И, допустим, когда мои ученики говорят, что... Потому что я тоже поддерживаю это мнение, Мгм. когда мои ученики говорят, что купили какую-нибудь детскую Мгм. книгу, я говорю, а какие там слова? Мгм. Да? Вы не будете в жизни использовать эти слова. Ну да, То да. лягушка. Ну, если задуматься за эту неделю, когда Мгм. в последний раз ты использовал слово лягушка, да? Да, за Есть, этот год. я поэтому, да, я разрабатываю все свои тексты, Мгм. все свои материалы, основано на то, через какие ситуации человеку придется пройти в новой стране. И у меня есть свои адаптированные книги. Мгм. Допустим, у меня есть «Маленький принц» адаптирован и разные другие книги, по которым я сейчас создаю курсы. И я пытаюсь не настолько адаптировать сам текст, чтобы убрать какие-то грамматические Мгм. формы, а я даже попытаюсь немного ситуации иногда Мгм. исправить. Типа, человек отправился в поездку, да, и я говорю, он подготовил, он собрал чемодан, Мгм. и выписываю, какие вещи он впихивал в этот Мгм. чемодан, Мгм. чтобы у людей возникла ассоциация, да, что обычно я беру в путешествие, Мгм. да. И такие моменты я адаптирую всегда книги для того, чтобы это было полезно перед тем, как куда-то поехать, чтобы когда ты окажешься в какой-то коммуникативной ситуации, ты смог справиться с этим. Как записаться к тебе на уроки? Вот расскажи людям. Ты уже продал свои книжки. Все очень легко. Можно сначала меня в Инстаграме найти, Мгм. Иван Ислоп, можно поискать испанский с носителями. Да, я в И описании оставлю. скоро-скоро у меня будет сайт, где можно будет сразу зайти на сайт. Мгм. А сейчас это все проходит на уровне переписок. Да. И я, как бы запускаю курсы по книгам. Мгм. Не просто так книгу даю пока что, Мгм. а запускаю курсом. И, и спасибо тоже, что ты делаешь с своими рекомендациями на Ютубе. Я когда-то тебя нашел, и для меня это тоже было полезно Ну, видеть, во-первых, как человек учит другие языки, и с другой стороны, как выходит так уверенно говорить перед камерой ого. и делиться своим опытом. Ничего себе. Ну, это даже сложно поверить, что кто-то смотрит мои видео, такое чувство, что я их публикую, и они просто во вселенной растворяются. А на самом деле вот ты смотрел, да, видео, и другие люди, и, возможно, это даже полезно кому-то. Так что это всегда очень приятно осознавать. Вот. И Вот так продолжай и хорошо. публикуй больше видео. таких. Хорошо. Спасибо тебе за то, что рассказал нам про Кубу, про твой опыт. Вот. И ждем от тебя тоже контента. Ты публикуешь в Инстаграме, да, сейчас? На Ютубе нет? Пока ничего. Да, в основном я веду сейчас только Инстаграм, Мгм. но я задумывался о том, что надо тоже выходить на другие платформы. Мгм. Пока есть подкаст, начинающий подкаст, о котором я пока еще, который я не публиковал еще, Мгм. но он скоро выйдет, и я пока хочу выйти в таком формате подкаста, где только буду говорить на испанском, чтобы люди, как ты, которые любят Мгм. слушать и потом читать транскрипт, могли это сделать. Да, это супер. И я думаю, что нет кубинского акцента в этом пространстве, Вот. и пусть будет. Вот, я как раз это хотел сказать, что ты мог бы предоставить миру кубинский вариант испанского. Миру нужен кубинский вариант. Да, хорошо. Он позитивный, как ты сказал, Мгм. Ну вот, и солнечный. здорово. Все, тогда ждем. Там на Кубе было 35, когда мы взлетели. Мгм. Приземлились мы, а тут там 8 градусов. Я такой, вообще, как приятно, мне холод очень нравится. Да? Ну, через 3 года я поменял свое мнение и уже Да. решил, что холод не так сильно нравится. Особенно зимой, наверное, да? Когда минус. Да, но первое время у меня все было в кайф. И первый снег,
И я никогда не пробовал ни клубнику, ни киви, ни малину. Столько новых вкусов, да. Но все было в новинку, и мне от этого было очень-очень-очень приятно. Особенно слушать русскую речь,